Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня продолжение урока по павлину. Сегодня мы с вами сделаем новый бантик, задекорируем, вот так он смотрится сзади. И в следующем уроке продолжим декор, так как это занимает много времени. Я покажу, как задекорировать остальные детали, как сделать вот такую россыпь из страз и многое другое. А сейчас приступим. Сегодня я буду декорировать павлина и буду делать вот такой вот бант. Он очень красиво смотрится спереди. Я задекорировала кружевами, стразами. И для этого банта я буду использовать вот такую ленту. Она у меня шириной 5,5 сантиметров. И для ленту 38 миллиметров или 4 сантиметра. Это у меня сатиновая двухсторонняя лента, можно использовать одностороннюю. И также мне пригодится горячий нож. Эта лента Ригелин. Если будете в поисковике искать, то название Ригелин. Бантик я буду делать вот из таких вот частей, и мне понадобится их 5 штук. И в сложенном виде они у меня получаются примерно вот так. 6,5, значит 13 сантиметров общая, а так 6,5. Вот она такая двойная. И для начала мне надо склеить ригелин и ленту вместе. Я укладываю посередине. Беру пинцет, заказала такой зажимающий пинцет, но пока у меня его нету. Включаю горячий нож и склею все вместе. Вот так сразу подрезаю и подклеиваю. Вот таким образом. Так, вот тут конечки не подрезала. Что у меня получилось? Я сразу не отрезаю 13 сантиметров, так как верхнюю ленту я буду немного натягивать, когда буду складывать вот вместе. Если у меня как бы будет одинаково, то вот эта лента немного будет выходить как бы с ригелина. Мне этого не надо, поэтому чуть-чуть натягиваю. Здесь должно быть 6,5 сантиметров. Вот, если я согну, видите, 6,5 сантиметров. Складываю все, снова перехватываю пинцетом, включаю свой нож. Если это будет такой пинцет, который перехватывается, можно сразу обрезать. Мне неудобно, поэтому я вот обрежу. Именно с тем пинцетом можно будет и подрезать, и сразу заклеить вместе. У меня с этим пока не получается, поэтому вот я подрезала, и сейчас еще раз вот так проведу, чтобы склеить две части вместе. И вот у меня получилась вот такая вот часть. И они у меня одинаковые. И таких мне понадобится 5 штук. Мои 5 деталей готовы. И сейчас беру иголку, двойную нитку. И мне надо закрепить вот здесь ниточку. Я прохожу иголкой и через двойную нитку вот так снова назад, чтобы закрепить. Иначе у вас просто пройдет нитка через ленту и как бы просто выйдет наружу. Вот таким, так, не с этой стороны, вот с этой стороны прошиваю, чтобы вот здесь иголка у меня была с этой стороны. Так, еще раз. Раз, два, три. Вот, вот. И выходим вот здесь. Чтобы у нас вот здесь получилась складочка. Снова берем. Так, с нижней стороны, сори. Выходим на лицевую сторону. Здесь трудно проколоть, но возможно. Вот так, так, так. И собираем все на нитку.
Все 5 штук. Здесь главное, чтобы вот здесь у нас именно иголка проходила вот на внешней стороне, нитка, чтобы у нас была красивая складочка. И собираем все вместе. Так, вот. И все затягиваем. И теперь крепим вот со второго края. Через ригелин трудно проходить, но, как я уже говорила, уже все возможно. И все затягиваем. По возможности как можно больше, чтобы здесь оставалось меньше отверстия. И закрепляем. Придерживаем, потому что ригелин тянет и все хочет разойтись. Я делаю как минимум 2 узелка. И нитку отрезаем. И вот что в итоге у меня получилось. Лента у меня не вылезает. Вот, потому что за счет того, что мы натянули ее. И теперь мне понадобится 2 кусочка ленты. Вот здесь я уже подклеила. У меня эта лента, если у вас есть фетр, можно вырезать из фетра. У меня нету, поэтому я буду вырезать из ленты. Можно сложить вот так и вот так. И вырезать. Вот таким образом. Так, что-то у меня большой получился. Сейчас подрежу. Можно сразу вырезать. Здесь все зависит, уже диаметр вот этого кружка зависит от того, какое у вас отверстие на бантике. Вот что у меня получилось. И теперь я беру зажигалку и обрабатываю края, чтобы ниточки не сыпались. И таких кружков мне понадобится 2. С одной стороны и с другой стороны. И теперь мне надо закрепить вот эти кружки на бантик, чтобы закрыть вот это отверстие. Делаю это с одной стороны и с другой стороны. Мы затем будем декорировать это кружевами, поэтому всего этого видно не будет. Наношу клей, подклеиваю. И вот мой павлин. И сейчас буду искать наиболее выгодный такой вариант. Вот у меня смотрится он шикарно. Так, забыла прикрепить вешалку. Вешалка у меня 23 сантиметра. Это у меня лента 3 миллиметра. Складываю вместе, подрезаю немножко под углом и вот так спаиваю. Затем я беру павлина и вот с этой стороны одеваю вешалку и завязываю узелок. Да, и многие говорили, что у них павлин переворачивается. Сейчас покажу, как вешалку отрегулировать, чтобы ничего не переворачивалось. Так, теперь я подтягиваю узелок вот так, как можно ближе к отверстию. Подсовываю пинцет между лентами. Так, сейчас не могу попасть. Да, что ж такое? Вот, и теперь хватаю нижнюю часть и вот так вытаскиваю.
Так, и вешалку не вот так прямо, а немного вот ее вверх. Так, и здесь следим за тем, чтобы узелок у нас не убежал на лицевую сторону. Вот как бы не вот так, а чуть-чуть вверх. И при этом вот павлин уже никуда не будет падать. Подклею вот эту часть. Затягиваю. И вот эту тоже подклею, чтобы оно у меня тут не торчало. Так, вешалка у нас есть. Теперь мне надо задекорировать. Так, это у меня будет с этой стороны, значит, вот. Так, ну ладно, это я приклею потом. Заднюю часть, когда у нас уже будет задекорирован бантик. Вот примерно вот так у меня будет. И для декора я буду использовать кружево. Здесь я уже вырезала отдельные детали. И сейчас буду примерять. Как бы здесь заранее невозможно ничего как бы приклеить. Надо обязательно примерять павлина. Вот я тут... Мне очень нравится работа с кружевами. Я тут кое-что уже подрезала по-быстрому. Сегодня полдня у меня ушло на подготовку материалов. Конечно, именно на подготовку материалов и заготовок уходит, можно сказать, большее количество времени, чем просто декор. Так, вот здесь можно примерять уже, как кому нравится, с какой стороны. Так, примерно у меня павлин будет приклеен, бант будет вот так примерно вот доходить, вот таким образом. И теперь я уже буду прикладывать и смотреть, как мне нравится, чтобы кружева лежали. Да, подбираем. Нет, тут большой. Именно когда у нас павлин вот так лежит, потому что если вы приклеите, не будете примерять, потом вы примерите павлина, и вся у вас красота будет заклеена. Поэтому вот так мы все. Вот. Я знаю, что примерно у меня вот так идет. Так, хочется повыше. Так, ой, вот, видите, все у меня. Еще раз. Снова примеряю. Ну вот, мне хочется, чтобы вот так вот немножко торчало. Придерживаю свой декор. Вот здесь посередине можно все это приклеить на горячий клей. Как бы остальную часть, где там видная часть, я буду приклеивать все на так, вот еще чуть-чуть на универсальный клей. Да, вот таким образом. Мне нравится, как все это лежит. Так, сейчас еще подберу. Какие у меня тут красивые веточки. Да, вот таким образом. Так, сейчас вот сюда подклею вот эту. Как бы для того, чтобы здесь все закрепить именно горячим клеем. А дальше уже буду смотреть. Так, вот тут можно тоже. Там, где у нас как бы закрывает все павлин, можно приклеить на горячий клей, чтобы зафиксировать. А дальше уже будем приклеивать все остальное на универсальный клей. Это может быть уху или что-то еще. Вот таким образом. Так, сразу все эти надо убрать. Да, вот так у меня будет приклеен павлин, и вся эта красота у меня будет видна. Теперь я беру универсальный клей. Можно это, кстати, приклеивать еще вот на такой клей. Это я тоже показывала. Его уже работала с ним. И вот все места, где у нас кружево, мы наносим клей. Где сеточка, не наносим, чтобы у нас случайно не было, как бы не прошел клей и не испачкал нам все. Так, вот тут можно закрепить. Так и так.
прижимаю вот так изнутри и даю закрепиться. И также я подобрала вот на вторую сторону декор. Так, край декора подклею на горячий клей. Вот сюда. А все остальное на клей ухо у меня будет. Вот так с обратной стороны пальчиками. Так, все, убираем сразу весь мусор и даем закрепиться. Еще раз примеряю, смотрю, где у меня все закрывается. И теперь я беру клей и вот это все наношу, чтобы подклеить павлина. Именно вот сначала вот эту серединку павлина я накладываю сверху, чтобы я видела, куда что накладываю и где что приклеивается. И вот так прижимаю, даю закрепиться. Теперь, когда нижняя часть у меня подклеена, я смотрю, где у меня все прижимается. Вот так отодвигаю, наношу клей и подклеиваю. Прижимаю, чтобы нижняя часть приклеилась к заготовке. Теперь вот так аккуратненько отодвигаю тут все. И вот эту нижнюю часть тоже подклею. Наношу клей. Тут уже можно на ленту. И прижимаю. Нижняя часть подклеится, верхняя останется не подклеенной. Она как бы будет воздушная. Также вот сюда подлезаем. И все, вот это все наносим клей, чтобы все подклеить. И также я подклею вот здесь подножками. Отодвину. И сами ножки вот так вот. И подклею. С этой стороны мне показалось мало кружева, поэтому я немного добавлю. Нанесу клей. И вот сюда отдельный кусочек. Здесь у меня еще будет последующий декор, поэтому я потом все остальное еще скрою. Так, и закрепила. Теперь можно подклеить универсально. Так, клей убираем. Все прижимаю и даю закрепиться. И вот так у меня получилось на данный момент. Теперь я здесь все будет подклеиваться. Вот заднюю часть мне тоже надо подклеить. Здесь у меня будет вот такой цветочек. И я еще отрезала вот такой кусочек другой кружева. Я как бы его пущу вот сюда на бок. Здесь можно уже как кому нравится, так. Ну вот мне нравится именно закрыть вот эту часть. И подклею. Вот так. Конечно, здесь уже можно больше кружева, меньше кружева, кому как нравится. И вот этот цветочек тоже подклею сюда. Здесь можно горячим клеем подклеить. Так, все устанавливаю и затем просматриваю, где мне еще надо подклеить. Наношу клей и прижимаю к бантику, чтобы все вот эти части у меня были подклеены. И вот задняя часть у нас тоже получилась красивой. Вот на сегодня, думаю, урок закончу. В следующем уроке я вам покажу, вот так зацепила камеру, как делать остальной декор. Здесь я использовала мелкие стразы, вот такие цветы, пайетки, и получился вот такой интересный декор.
да, конечно, отличается. Этот смотрится более богато, более красиво. И в следующем уроке я вам покажу, как это делать. Покажу, какой материал использую для цветочков и, конечно, как все задекорировать. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творите красоту вместе со мной. До скорой встречи. Пока-пока.